Из США пришла неожиданная новость. Умер известный американский сенатор Линдси Грэм, одна из самых ярких фигур в Конгрессе. Для нас с вами Грэм был политиком совсем не последней очереди. Он активно выступал за санкции против России, призывал усилить давление на Путина, ведь иначе тот просто возьмет Донбасс силой. А в самом начале войны и вовсе заявлял, что человек, который Путина уберет, окажет большую услугу стране и миру. Грэм в целом был одним из главных сторонников активной внешней политики, вмешательства в дела иностранных государств и военных операций на благо Америки. А потому в последние годы стал ключевой фигурой, одним из главных сторонников Украины в войне. Поговорим сегодня о сенаторе Грэме и о том, как он выступал в Америке за борьбу с Путиным и его войной. Прежде чем начнем, напомню, мы собрали в одном месте разные способы обхода блокировок интернета. Спонсирует наш гайд сервис mCard. Он выпускает криптовалютные карты, которыми можно расплачиваться за границей. Мы это проверили, работает. Мы также сравниваем работу VPN-сервисов, ведь их постоянно блокируют, и проблемы встречаются у всех. И мы это мониторим. Обратите внимание там на VPN Liberty. Этот сервис предупреждает о любых возможных затруднениях заранее. Линдси Грэм пришел в политику в 1992 году, избравшись в парламент своего штата Южная Каролина, а затем в Палату представителей США. До этого он служил в американских вооруженных силах, окончил юридический и после этого работал военным юристом в ВВС США. Справедливости ради, гражданским юристом он тоже успел поработать, но остался в запасе ВВС и продолжал в нем числиться, даже когда избрался в Конгресс. Сенатором США Грэм стал в 2003 и оставался им 23 года, до самой своей смерти 11 июля 26. Грэм был одним из самых известных американских сенаторов. Его заявления о необходимости жестко давить всех врагов Америки регулярно попадали в новости и, казалось, должны были только укрепить взаимоотношения с Дональдом Трампом. Но все не так просто. Когда Трамп только появился в американской политике, Грэм был его противником. Вел собственную кампанию в президенты, которая окончилась неудачей, а поддерживать Трампа отказался, даже когда тот одержал победу на праймерис. Однако, когда Трамп стал президентом, все поменялось. Грэм превратился в одного из его самых главных сторонников и союзников. Умер Линдси Грэм после короткой и неожиданной болезни, как сказано в заявлении его семьи. Судя по всему, у него случился разрыв аорты. Действительно, ничто не предвещало его смерти. Он был активным человеком и не менее активным политиком. В частности, буквально за день до смерти совершил поездку в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. У внезапной кончины Грэма будут прямые последствия для республиканской партии, а следовательно для всего мира, ведь в США на носу выборы уже в ноябре. Сенатор Грэм в этом году должен был переизбираться, но теперь в Южной Каролине по закону проведут ускоренные праймерис, чтобы выбрать нового кандидата-республиканца. Также скоро назначат временного сенатора, но пока у республиканцев стало на один голос меньше в Верхней палате парламента. Что накладывается на долгое отсутствие другого сенатора от республиканской партии Митча МакКоннелла, который находится в больнице. Тем не менее, большинство республиканцев пока сохраняют. Однако это будет не просто замена одного республиканского сенатора на другого. Все же Грэм был одним из важнейших членов Конгресса, влиявших на внешнюю политику США. И теперь, с его смертью, в Конгрессе не будет человека, который всегда стоял на жесткой позиции по отношению к путинской России, и уж особенно после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Конечно, в 22-м против российского вторжения в Украину выступили практически все американские сенаторы. Но Линдси Грэм к России давно относился, скажем так, скептически и активно критиковал ее вмешательство в дела других стран. Грэм осудил российскую войну с Грузией в 2008 и аннексию Крыма в 2014. В 2016 съездил в прифронтовые города Украины во время войны в Донбассе. А еще критиковал Минские соглашения, утверждая, что заморозка фронта для Украины несправедлива. После начала вторжения Грэм никак своей стратегии не изменил и много раз лично посещал Украину. Его последняя поездка туда была за день до смерти и стала аж 10-й. Последовательно поддерживал американскую помощь Украине оружием, которую организовала администрация президента Джо Байдена, и выступал за другие инициативы в пользу Украины. Например, за законопроект, по которому США будет запрещено признавать любую аннексию украинской территории.
Более активные предложения он также приветствовал. Например, идею отправить американских солдат тренировать украинских солдат прямо на их земле, а не где-то на Западе. Чего, правда, в итоге так и не случилось. Грэм также активно уговаривал Трампа продолжать поставлять Украине оружие, в том числе и новое, вроде крылатых ракет «Томагавк». В выражениях Грэм не стеснялся и поэтому регулярно попадал в центр внимания российских провластных СМИ. В самом начале вторжения в 2022 году Грэм прямым текстом написал в Твиттер, что кому-то из ближнего круга Путина нужно его убить. Самого Путина он называл бандитом и заявлял, что военная помощь Украине – это лучшая трата американских денег. В конечном итоге в 2023 году Российский следственный комитет завел против Грэма уголовное дело, и в России его объявили в розыск. Одновременно Дмитрий Медведев в своем стиле назвал Грэма старым дураком. Сам Грэм кипишу только обрадовался, назвал розыск в России наградой для себя и предложил российским властям подать на него в Гаагский суд. Последние пару лет Линдси Грэм проталкивал в Сенате собственный законопроект о крупных санкциях против России. Основной пункт этого потенциального закона – любимый инструмент Трампа – пошлины, только гораздо более серьезные, чем кто-либо предлагал раньше. Законопроект включает в себя тарифы в 500% на весь импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ и уран. А это, среди прочих, Китай и Индия, крупнейшие экономики Азии. Словом, законопроект мощный, в Сенате он получил огромную поддержку, причем двухпартийную. Вторым главным автором текста выступил сенатор-демократ Ричард Блументал, а к выдвижению присоединились аж 84 сенатора из 100. Камнем преткновения оказался Белый дом. Президент Трамп долгое время надеялся на успешные переговоры с Путиным, да и до сих пор регулярно возвращается к этой идее, несмотря на явное отсутствие перспектив. В общем, поддерживать санкции Грэма Трамп отказывался. Но 2 дня назад, как раз во время поездки в Киев, Грэм объявил, что поддержка президента все-таки заручился, и закон должны вот-вот двинуть к принятию. Теперь же, после внезапной смерти автора законопроекта, появились призывы как можно скорее принять санкции его имени. Но тут, как обычно, все решат настроение Дональда Трампа. В целом, со смертью Грэма Украина потеряла важнейшего сторонника в Соединенных Штатах. Мы знаем, что американская поддержка Украины почти полностью зависит от настроения Трампа, каковое у него часто меняется. И именно Грэм на протяжении всей войны склонял Трампа к жесткой позиции относительно России и к продолжению поставок оружия. В республиканской партии много сенаторов, чье мнение насчет войны в Украине полностью подстраивается под мнение Трампа. Грэм же Трампа поддерживал, но своим убеждениям был верен до конца. Безусловно, от сенатора Линдси Грэма доставалось не одному лишь Путину. Грэм был, наверное, ярчайшим представителем американских ястребов. Политиков, предпочитающих максимальное давление, жесткие решения, а довольно часто и просто военные удары, как главный способ разрешения внешнеполитических проблем. Свою ястребиность Грэм не скрывал, напротив, всячески выпячивал. За что его ругали критики и подстебывали телевизионные комики. Мол, у Грэма на 7 бед один ответ – бомбежка Тегерана. Но самого сенатора это совершенно не смущало. Грэм всегда оставался большим сторонником НАТО. В годы Трампа в республиканской партии возникла куча разных мнений об альянсе. Некоторые особо ярые изоляционисты даже говорили, что Америке стоит из него выйти. Грэм же всегда занимал противоположную позицию, что НАТО Америке нужно не меньше, чем странам Европы. При этом поддерживал идею, что европейцам нужно больше вкладываться в бюджет альянса, но, опять же, лишь из убеждения, что НАТО должно быть сильнее. В принципе, любые военные операции, которые проводили Соединенные Штаты, Линдси Грэм поддерживал. Было даже не особо важно, кто сидел в Белом доме – Буш, Обама, Трамп или Байден. Грэм поддерживал вмешательство НАТО в Ливии в 2011-м, которое привело к концу режима Муаммара Каддафи, одобрял авиаудары против ИГИЛ в Сирии и отдельно был сторонником иракских курдов, союзников США на севере страны. И наоборот, когда Америка захотела окончить одну из долгих войн, Грэм был категорически против. Громко осудил Джо Байдена за вывод войск из Афганистана, который, как мы знаем, окончился стремительным возвращением к власти Талибана. Грэм также всегда был убежденным сторонником Израиля, поддерживал американское признание голландских высот частью еврейского государства, а также перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, что при первом сроке Трампа и произошло. Во время нынешней войны в Газе Грэм стал чуть ли не самым громким союзником израильской армии, призывал и дальше поставлять Цаалю американское оружие.
Некоторые его произраильские высказывания даже привели к скандалам в других странах из-за чрезмерной воинственности. В самом Израиле поддержку Грэма всегда ценили. После его смерти с соболезнованиями выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал Грэма другом Израиля и своим личным другом, а также великим американским патриотом. С благодарностью в адрес Грэма выступили и оппоненты Нетаньяху, например, бывший глава Генштаба армии и депутат Кнессета Гади Айзенкот. Кроме прочего, Грэм выступал за активные военные действия против режима Аятолл в Иране. И когда Соединенные Штаты прошлым летом нанесли удары по иракским ядерным объектам, а в этом году вместе с Израилем начали крупную войну против Исламской Республики, давнее желание Грэма наконец осуществилось. По некоторым сообщениям в прессе, Грэм даже лично консультировал Биньямина Нетаньяху, как убедить Трампа принять участие в ударах по Ирану, а позже полностью поддержал решение Трампа установить ответную блокаду Ормузского пролива. Линдси Грэм был представителем того типа политиков, которых в Америке оставалось не так много. Пока вся страна все больше интересовалась внутренними проблемами, его интересы оставались в первую очередь за пределами Соединенных Штатов. Пока республиканская партия при Трампе играла в агрессивный изоляционизм, главным приоритетом Грэма оставалась сильная позиция Америки в мировом сообществе. Его критики, конечно же, все сводили к тому, что Грэм просто хочет кого-нибудь постоянно бомбить. А сам он не то чтобы с этим утверждением спорил, просто продолжал гнуть свою линию. Американские сенаторы влиятельные политики, но далеко не каждый из них имеет большую известность и серьезное влияние, тем более за пределами штатов. Линдси Грэм же за свою долгую карьеру всегда выбирал быть громким и заметным, и у него получалось. А еще получалось быть последовательным в своих убеждениях даже тогда, когда при нем один за другим сменялись президенты, не всегда сохранявшие верность самим себе. С одной стороны, можно подумать, что смерть Линдси Грэма ослабит позиции американских ястребов. Ведь те потеряли одного из главных своих лоббистов. С другой стороны, в последние пару лет президентства Трампа Грэм во многом получил то, чего хотел. Трамп решил военным путем разобраться с Ираном, и даже Украину он все-таки как-то стал поддерживать. Во многом, вероятно, благодаря последовательной работе Грэма. И теперь, когда Линдси Грэма не стало, его отсутствие может повлиять на мир не меньше, чем его действия при жизни. До завтра.